Всем привет! Вы на канале Польза.нет, меня зовут Саня, и здесь только быстрые обзоры и долгие стримы. И сегодня, вопреки всему, несмотря ни на что, вы будете смотреть обзор на планшет, который я покупал во время распродажи 11.11, и, как я и предполагал, он оказался крутым. Напоминаю, меня зовут Саня, напоминаю, не забывайте подписаться на канал. В чем же крутость этого планшета? Первое, он топ до $300, это однозначно. Почему? Там OLED, там HDR10+, там JBL-евские стереодинамики, там есть модуль GPS, там есть возможность вставлять microSD, расширяя память. И в целом он выбивает почти 600 тысяч баллов попугаев. Какие претензии могут быть? Претензии, разумеется, есть. Перекрывают ли они ценник? Ну, барабанная дробь решать в первую очередь всегда вам. Я могу вам рассказать и рассказать мое отношение к данному устройству. Однозначно, этот Lenovo стоит внимания, как и все предыдущие планшеты от Lenovo, которые в нашем ритейле продаются X2, X3 относительно того, как их торгуют, допустим, на том же Али. Это почему-то не меняется. То есть, если Xiaomi Mi Pad 5, Mi Pad 5 Pro можно везде купить плюс-минус одинаково, то есть там будет разница в цене, ну, 20%, ну, 30%. У Lenovo какой-то космос. Они от того, что глобалка, хотя даже в китайской версии есть русский язык, сходят с ума с ценниками, но не об этом сегодня рассказ. Смотрим. Перейдем к распаковке. Поставляется данный планшет в белой коробке в стиле Lenovo. На ней есть краткая характеристика и название модели. Коробка пришла мне целая, как и сам планшет. Упаковано все хорошо и надежно. В комплекте мы имеем блок питания на 30 Вт, кабель Type-C, сам планшет, ключ для извлечения слота под microSD, как я уже говорил, он поддерживает карточки, переходник с Type-C на мини-джек и документация. К сожалению, мини-джека нет. Сам планшет выглядит привлекательно и интересно. Его габариты 166 на 263 на 6,8 мм, а весит он 481 грамм. К сожалению, рамки огромные, но вы и сами видите. С другой стороны, за эти деньги чего ожидать, если у топов они есть. Русский язык в стоке, что отлично. Также я купил к нему простенький чехол и пленку. Чехол сидит плотно, функцию подставки кое-как выполняет, а пленка просто моментально покрывается отпечатками пальцев. Но хорошо, что экран не поцарапается, пока я его тестирую. Розыгрыши море. Читаем описание, какие сейчас актуальны. Постоянно это, разумеется, 5 Mi Band 6 серии. Разыгрывается за лайк, подписку и комментарий к любому видео. Не забудьте подписаться на телеграм-канал взаимопомощи. Нас там уже 14 тысяч человек. И телеграм-канал скидок. Нас там уже 82,5 тысячи человек. Там только интересное и выгодное. Подписывайтесь с колоколом на YouTube. Переходим к планшету. Полетели. Приобрести P11 Pro можно в серой и бежевой расцветке. Корпус матовый, выполнен он из алюминия. Качество сборки хорошее, но материалы очень маркие, так что я сразу его запихал в чехол. Не сказать, что премиальные материалы, но неплохие. В руках держать планшет удобно, прямые грани не натирают на ладони, печатать в вертикальном положении двумя руками удобно. С габаритов уже придется одной рукой держать, а второй печатать. Логично, не правда ли? На корпусе расположена кнопка питания, качели регулировки громкости, разъем USB OTG Type-C версии 3.0, и это мощно. Ко всему этому разъем имеет технологию DP Alt Mode для передачи видео и аудио. Далее есть два микрофона, 4 стереодинамика JBL с поддержкой Dolby Atmos. Звучание приятное, не скажу, что имеется вау-эффект, но оно достойно, учитывая стоимость. Кастомного эквалайзера в стоке нет и есть только 3 предустановки. Сразу отмечу, что данный планшет имеет вибромоторчик. Да, он топорненький, не настраиваемый, но он есть, и это круто. ИК-порта не завезли, что неудивительно. 4 контакта для подключения клавиатуры формата 2 в 1 и место для стилуса Precision Pen 3. Все это не дешево, и опять же, те, кто покупают планшеты за минимальные средства, наверное, оригиналы вряд ли будут покупать. Хотя, с другой стороны, если ты живешь в Китае, и это идет подарком к планшету, почему нет? Как Huawei у нас в России делают. P11 Pro оснащен OLED-дисплеем на 11,2 дюйма с разрешением 2560 на 1536 пикселей 2,5К. Рамки у экрана стандартные. Имеется поддержка технологии Dolby Vision и HDR10+. Цветовое пространство DCI-P3, контрастность 1:1, плотность пикселей 267 ppi. Не космос, но и не 200. Яркость 600 нит. При прямом попадании света на экран яркости слегка не хватает, но в домашних условиях яркости более чем достаточно. Частота обновления экрана максимум 120 Гц, также и 60 Гц, а динамического режима, разумеется, нет. Тач на 360 Гц, тест на частоту дискретизации касания вы можете наблюдать на экране, и результат, как по мне, хороший. Автояркость работает отлично и быстро подстраивается под смену освещения. Под разными углами тон картинки слегка бросает в теплый оттенок. Always On Display я не обнаружил. DC-димминг в наличии, шим с включенным DC-диммингом на 100% 3,9, на 50 4,8, на 15 9,2, на нуле 8,5%. Показатели шима очень хорошие. Мультитач есть и на 10 касаний откликается хорошо. Разблокировать экран можно стандартными видами разблокировки
блокировки, а также распознаванием лица. Срабатывает распознавание лица хорошо как в вертикальном положении планшета, так и в горизонтальном, и даже под небольшим углом. Завести биометрические данные можно только одного лица, это вам не планшеты от Xiaomi. Экран меня очень порадовал, так как яркости достаточно, это не IPS-матрица, цвета насыщенные и яркие. Частота обновления 120 Гц, и шим еще не поднимается выше 10%. Персонализировать экран под свои предпочтения можно, разумеется, без проблем. Настроек море. Режим разделения экрана на борту, что удобно. И это говорит о многозадачности устройства. Ко всему имеется бизнес-режим. Простыми словами, это ПК-режим. Процессор установлен MediaTek Companion 1300T с техпроцессом 6 нанометров с 8 ядрами, максимальная частота которого 2,6 ГГц. Графический процессор ARM Mali G77MC9. Интерфейс Android 12 версии. Интерфейс удобный, во время использования он показал себя довольно быстро, но в некоторых моментах при переходе с приложения на приложение, еще в некоторых ситуациях он подтормаживал. Обновление мне лично уже прилетало, но планшет не обновляется, и это главный минус, при том, что производитель заявляет, что данный планшет можно обновлять вплоть до 14-го андроида. Будем ждать, может быть, будут какие-то лайфхаки. Оперативная память LPDDR4X доступна на выбор 4, 6 и 8 ГБ. Внутренняя память UFS 3.1 на выбор 128 или 256 ГБ. Имеется поддержка Wi-Fi 6 версии. Разговаривать по видеосвязи через мессенджеры удобно. Микрофоны отрабатывают отлично, звучание четкое и хорошее. Bluetooth версии 5.1 не новый, но и не совсем старый. NFC, разумеется, не поддерживается, но есть поддержка GPS плюс GLONASS. GPS-тест в городских условиях вы можете наблюдать на экране. Емкость аккумулятора 8000 мАч. В PC-марке устройство отказывается у нас проходить. По 11 Pro поддерживает быструю зарядку на 30 Вт, заряжается от 0 до сотки за 1 час по 53 минуты. И это не космос как быстро, но и не супер медленно. Поедает за час просмотра видео на YouTube при максимальной яркости по Wi-Fi 7% заряда. Это неплохо. В играх в среднем 17-18% в час, а в Genshin Impact картинка изредка лишь подфризивает, но в целом играть можно. Хочу отметить, что на средних настройках графики при 60 FPS. Выше уже совсем все плохо. Яркость планшет не понижает и сильно не нагревается. В легких играх, к примеру, PUBG, планшет показал себя, разумеется, великолепно. Но играть на таком не маленьком планшете по мне в шутеры не особо удобно, а вот в стратегии то самое. Так что для игр он неплох. Перейдем же к тестам. Throttling тест 256 гипсов минимально, максимально 346, в среднем 290 гипсов при 100 потоках при 30 минутах. В Geekbench 5 в сингл-коре 761, в мультикоре 2837, 3D Mark показал Wildlife 4213, Wildlife Extreme 1234, Wildlife Stress Test 4289, Wildlife Extreme Stress Test 1253, Slingshot Extreme 6060 и Slingshot 8397. В Antutu планшет выдал результат в 577 тысяч попугаев, неплохо. Storage тест показал 48 тысяч, тоже неплохо. На холодную 30-минутный стресс-тест прошел совсем не радужно. Результаты теста искусственного интеллекта хорошие, 723 тысячи. В тыльной части расположили 13-мегапиксельный сенсор с автофокусировкой и LED-вспышкой, но не для этого мы планшеты покупаем, правда? На борту имеется серийная съемка, цифровой зум, панорамная съемка, PRO-режим, замедленная съемка. Оптического стаба нет, как и в целом цифрового, неудивительно. Фронтальный сенсор на 8 мегапикселей с полем обзора 83 градуса. Максимальное разрешение у него для видеосъемки 1080p 30 fps. Качество видеосъемки, как и фотосъемки, для общения через видеозвонки данных камер более чем достаточно. Фото сделать можно, и в целом для личного использования они хороши. Короткие примеры уже увидели, в принципе. Минусы: нет мини-джека, мало оперативки, и на данный момент у меня не обновляется ПО. Плюс довольно дорогие клавиатура и все остальное. То есть понятно, что на аксессуарах все делают деньги. Цену можете посмотреть по ссылке в описании к видео. Она нереально приятная. Я покупал во время распродажи. Сейчас она не особо сильно поменялась. И в категории, скажем так, до 20 это прям супер-мега крутой планшет, еще и на OLED. Не забудьте подписаться на телеграм-канал взаимопомощи, телеграм-канал скидок. Там бывают такие планшеты и дешевле намного. Резюмирую: Lenovo Tab P11 Pro 2 Gen для игр, развлечения, просмотров фильмов. Просто отличный выбор. Ко всему он в тестах показал себя хорошо, и железо неплохое, как обвес. Экран отличный, автономность неплохая. Единственный момент с обновлениями ПО меня расстраивает. И понятно, что фанатов всяких чуви третьего эшелона с поддержкой сим-карт и алдокьюбов он расстроит отсутствием физической сим-карты. От меня девайсу однозначное да, учитывая стоимость и экран. Подписывайтесь с колоколом. Всем, кто оставит любой комментарий больше 5 слов, огромное спасибо, вы помогаете проекту. Добра и удачи вам, дорогие друзья.